Я снимаю Байкал в разные сезоны. В мае озеро просыпается. Гигантский ледяной панцирь распадается на миллионы айсбергов. Как будто оказываешься в Гренландии или в Антарктиде. Моя задача – снять уходящие льды и самых очаровательных обитателей Байкала. Нерпы обожают кататься на льдинах, подставляя бока весеннему солнышку, ведь они провели долгих 4 месяца подо льдом. На Байкале такое явление можно увидеть не только весной. В декабре дрейфуют первые льды, и тюлени не упускают возможности поваляться. Подобраться близко к нерпам в это время почти невозможно. Если в мае тепло и подойти можно на любой лодке, то в декабре слишком холодно, а учитывая частые шторма, опасно. Во время шторма при температуре минус 20 лодка и даже большой корабль быстро покрываются ледяной броней, центр тяжести смещается выше, судно переворачивается и тонет. Так было в ноябре 2018 года. В Малом море затонул корабль «Ярославец». В это время навигация на Байкале полностью прекращается. В декабре мне удалось снять нерп только издалека, с берега, большим телеобъективом и квадрокоптером. Первый лед тонкий, и невозможно встретить ледяные айсберги и изваяния. Моя первая попытка снять нерп на льду весной была в 2020 году. Я приехал на Байкал, жил в автодоме, ожидая ледохода. Трещины рвали монолит льда. Я даже успел поснимать себя на байдарке. Потом случилось удивительное. Льды исчезли на Байкале рано и почти мгновенно. 5 мая подул шквальный северо-западный ветер. И за 2 дня полностью разрушил лед на всем озере. После шторма я скачал свежие космоснимки и не поверил своим глазам. Вся акватория озера была безо льда. Обычно льды плавают по Байкалу 2-3 недели, пока не растают, иногда до конца мая. А тут 7 мая и плещется вода. Зато это стало причиной одного очень интересного явления. На Ушканьих островах скопилось небывалое количество нерп. Как правило, они устраивают лежбища на 2-3 излюбленных местах. Но в ту весну берега всех 3 малых Ушканьих островов были черными от нерп. Их было тысячи, возможно, десятки тысяч. Даже старожилы не помнят такого огромного скопления. Какая же связь между этими явлениями, спросите вы? Дело в том, что нерпы весной линяют, и это их раздражает. Во время линьки они любят вылазить на плавающие льдины и лежать часами. А тут льдов нет. Что делать? Вот нерпы и скопились на каменистых берегах Ушканьих островов, к тому же безопасных от медведей. Мне очень повезло заснять это редкое явление. Некоторые кадры стали частью известного фильма про нерпенка Юму, который вышел в прокат по всей стране. Весна 2021 года выдалась очень холодной. В северной части Байкала льды начали расходиться в середине мая, и в отдельных местах плавали даже до 19 июня. И мне удалось отснять те кадры, о которых я так долго мечтал.
Нерпы ведут себя по-разному. Взрослые тюлени очень осторожны и не подпустят к себе близко. А вот молодежь беспечна. К некоторым удавалось подойти так близко, что катамаран упирался носом в льдину, на которой они загорают. Чтобы вы примерно понимали, какие нерпы есть офигевшие. Вот она сзади меня лежит и вообще не думает уходить никуда. А теперь и вы полюбовались этими кадрами.